А кто вот ваши заказчики или вот коллекционеры? И вот я знаю, что вы много путешествовали и часто представляли ваши работы за рубежом. А где больше люди любят такую скульптуру? Ну, это же все-таки еще зависит. Когда мы были в Германии, то у нас очень много покупали люди, у которых просто большие дома, у которых есть место, где повесить большую картину или поставить скульптуру так, чтобы она, когда в нашей стране после 2000 года у довольно большого количества людей появились большие дома и большие квартиры, они точно так же стали покупать и ставить в свои интерьеры произведения искусства. Это зависит не от национальности, это зависит от возможностей. И, ну, понятно, что когда люди хотят сделать что-то уникальное в интерьере, это значит, что они уже имеют такую возможность, и они понимают, что, ну, просто поставить, сделать интерьер и поставить красивую мебель, этого недостаточно, уже хочется идти дальше, уже хочется сделать что-то такое, чего не может быть ни у кого, ни при какой ситуации. Поэтому те вещи, которые мой муж делал в интерьере, это какие-то рельефы большие, это абсолютно неповторимо. А вот интерьерные скульптуры, они делаются в большей степени под заказ или владелец большого дома потом выбирает, что ему нравится из того, что И есть так, и на так. рынке? Это было и так, и так. Поэтому если мы изначально делаем, если я изначально как художник по интерьеру делаю проект всего интерьера, я заранее закладываю те вещи, которые мы предложим заказчику, которые будут стоять на этом месте или висеть на этом месте. И он соглашается с проектом, и тогда это место уже занято вот этим произведением искусства. Тогда даже я даже, ну, могу рекомендовать ему скульптуру своего мужа или что-то другое, или, но мы уже заранее это место обозначили. Такое было. А бывало такое, что люди сделали интерьер, сделали большие дома или квартиры, и они чувствуют, что не хватает какой-то изюминки. И у них проснулся вкус к художественному оформлению. И они идут в галерею, смотрят, и вдруг им что-то нравится, им же с этим жить. И они тогда ставят в свой интерьер. Это и так возможно. А у него были какие-то любимые темы или, так сказать, это было совершенно свободное творчество? Ну, я думаю, что поскольку у него классическое образование, конечно, у него любимая тема – это всегда человек, мужчина или женщина, в разных ипостасях, в разных психологических состояниях, физических состояниях. Он делал какое-то время сварные из меди каких-то животных, но в целом его основная тема – это человек. Сейчас стало очень модно говорить о, значит, участии компьютеров в художественных процессах. Все 3D-моделирование, какое возможно, значит, шагнуло уже и в область искусства, и даже в область архитектуры. То есть уже существуют мосты, которые не то что там были спроектированы, но даже построены компьютерами. Как вы считаете, вот в область скульптуры 3D-моделирование войдет или это какая-то пустая затея? Я думаю, что 3D-моделирование может использоваться как эскизирование, неважно в какой технике. Можно хоть из промокашки клеить макетики, если тебе это помогает думать. Если ты привык думать через компьютер, то можешь думать через компьютер. Но как самостоятельно для скульптуры классической я ее не вижу. Это просто другое искусство, поэтому, видимо, к нему надо относиться как к другому. Знаете, сейчас вот все больше разговоров идет, особенно вот среди дизайнеров, что вам очевидно близко, да, об ответственности дизайна. Это немножечко такое необычное сочетание, да, слов, быть может, но на самом деле очень важное, потому что ну, и художники, и дизайнеры они сейчас прекрасно понимают, что в наше время такое непростое, они несут ответственность, в том числе вот за какое-то эстетическое воспитание, за какое-то психологическое здоровье людей, которые населяют какие-то города. То есть как вы к этому относитесь? То есть это действительно так? То есть берут в расчет скульпторы вот этот момент? Абсолютно точно. Это очень сильно, искусство очень сильно влияет на людей. Не все это чувствуют сразу, но это совершенно точно. Искусство всегда влияет на человека, который с ним рядом находится. И поэтому искусство, которое разрушается, в котором нет какого-то
даже не позитивного, а просто какого-то гуманного, гуманитарного, внутреннего содержания, оно будет разрушать окружающих его людей. Поэтому скульптор не всегда это говорит, но всегда это чувствует. Поэтому, что касается интерьеров, я очень иногда бываю в таких домах, в которых я не понимаю, как люди вообще могут жить, и они в результате сходят с ума, они начинают депрессовать, и все, и они не понимают, что их состояние ухудшается тем окружением, тем, что они себя окружили. Может быть, по неведению, по изначальной неграмотности. Они купили какие-то вещи, они сделали какой-то интерьер, как им кажется, и он стал их угнетать. И они даже этого не чувствуют, они не понимают причины этого. Но я-то вижу, я как врач, я прихожу и понимаю, нет, ребят, здесь Жить спокойно нельзя. жить не получится. И рядом с этим объектом спокойно жить нельзя. Поэтому это очень серьезная тема, очень важная, но ее очень трудно артикулировать, потому что это очень на эмоциях, это очень на ощущениях, это очень тонкие вещи. Это не значит, что всегда везде должны быть розовые яблоки или там голубые облака. Это гораздо сложнее. Да. Но искусство точно может разрушать.